Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, лето 2023 года, судьбоносный поворот или судьбоносные события. Вот давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, поскольку хоть нас и объединяет знак зодиака, но у каждого своя личная история. Но вы-то люди интуитивные, я уверена, какие-то подсказки будут. И вот давайте узнаем, что же судьбоносного, по мнению карт, в течение лета для скорпионов может быть. А может быть просто спокойное течение жизни. Сейчас узнаем. Итак, на колоде Таро иллюминатов задаем вопрос. Каков судьбоносный поворот или событие? И старший аркан выпадает умеренность, доверие к ангелу-хранителю. Из области рационального что-то может быть. Тут надо подмечать все то, что происходит вокруг вас. Это внутренняя какая-то трансформация. Важно будет не переусердствовать в течение лета, как дать самому себе и отдых, так и доверять самому себе. Давайте мы достанем еще одну карту, потому что старший аркан, безусловно, проиграется у каждого по-своему. Но если на нашем земном уровне нам выпадает король Пентаклей, это конкретно вопросы нашего благополучия. Когда мы надеемся сами на себя, но мы решаем практически все вопросы. Возможно, за летний период нам захочется поменять окружение свое. И именно чтобы вокруг нас были такие люди, как по королю Пентаклей, это те, которым мы можем доверять, на кого мы можем положиться. Нам самим захочется какого-то душевного тепла, стабильности. И здесь мы можем решать как буквально финансовые, может быть, вопросы. По королю Пентаклей нет ничего невозможного, но отталкиваемся мы от того, что для нас важно именно на нашем житейском, бытовом где-то уровне. Хотя карта, безусловно, подразумевает и тот факт, что мы планируем. Но планируем, основываясь уже как от какой-то базы, словно нам надо оттолкнуться. И для кого-то действительно вопросы финансов выйдут на первый план. Или, может быть, вашего бизнеса. Или как обустроить какое-то конкретное дело. Все же король Пентаклей – это у нас наша земная конкретика и благополучие. А что еще? Какой-то выбор будет, или вы будете перед выбором стоять, или житейская какая-то развилка. Может быть, это будет касаться людей, или по какому-то вопросу нам придется внести ясность. А возможно, для кого-то из вас это обстоятельства сложатся таким образом, подталкивая вас к какому-то выбору. Для вас будет все важно. Ваше внутреннее чувство, подсказчик наш, наша мудрость, где-то опыт, так и обстоятельства, которые будут вас окружать. Ну, много сказала, а на дне колоды у нас туз пентаклей, поэтому у нас все получится. И, кстати, вопросы благополучия и денег будут успешны к решению. А может быть, это еще и известие какое-то, будьте внимательны. Иногда ведь у нас пентакль похож как будто рулетка. И вот его величество случай для вас может сыграть как раз в плюс. Понятно, что мы собой не рискуем. Все три карты как раз ни о каком риске. Вот только как с языка сняла, у Скорпиона всегда как-то по-своему. Это карта Иерофанта, старший аркан. И по закону мы поступаем, по традициям. Мы не должны идти вразрез с тем, что принято в обществе. И мы должны быть готовы учиться. Учиться на чужом опыте, где кто каких шишек набил и где кто какие грабли нашел. Значит, работа с информацией уже сама подразумевает себя. Но и если мы заключаем какие-то договоры или нам что-то предлагают, нужно проследить, насколько человек или организация, может быть, насколько далеко готовы зайти в плане документов. То есть оформить что-то именно по закону, как в нашу сторону, в наш адрес, так и мы где-то должны быть вот в таких же энергиях. А для кого-то из вас это будет смена статуса, получить должность, или, может быть, это проиграется по личной жизни. Но все по правилам, по какому-то регламенту должно быть. Давайте мы достанем три карты из расчета, одна карта на месяц. Итак, июнь 2023 года, июль и август. И на колоде Таро Висконти Сфорца достанем по три карты по основным сферам жизни, узнаем, раскроем каждый месяц, как это будет
выглядеть, по мнению карт, все-то у нас переворачивается. Да, может быть какое-то как и известие или ваше решение. Вот было 2 меча, а должен быть один. Но это всегда ведь, когда мы стоим на развилке, значит, выберем один путь, а от второго откажемся. Поэтому нужно быть готовым где-то к тому, что мы можем от чего-то отказаться. Дела, работа, бизнес, июнь. Что у нас по финансам? Что в личной жизни? Июль. Дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь, как видят карты. И на август дела, работа, бизнес, денежки и личная жизнь. Смотрим июнь. Но не ускоряться, так это точно делегировать какие-то свои дела, особенно рутинно мелкие. Не впрягаться во все абсолютно вопросы. Вы люди сильные и можете почувствовать где-то свою силу настолько, что я сейчас лучше сделаю сам, сделаю это все хорошо, и значит у меня будет порядок, потом отдохну. Да, по этой карте нам говорят, сил у нас хватит дотащить вот эту вязанку этих жезлов, чего бы нам ни стоило. Но вопрос целесообразности будет стоять не раз в течение месяца. Нужно уделить внимание самому себе и отдыху, правильно где-то рассчитать свои силы. И вот тот король Пентаклей нам ведь тоже где-то об этом говорил. С другой стороны, вы можете пытаться кому-то помогать, но до бесконечности так продолжаться ведь не может. Может быть, это у человека задача такая кармическая, самому пройти какой-то опыт. А здесь мы словно мешаем кому-то этот опыт пройти. Будет очень правильно уделить внимание собственным идеям, мыслям, задачам, не включаться абсолютно во все вопросы. Поэтому больше даже, я бы сказала, освободиться от этих жезлов или от тех каких-то, может быть, обязанностей. Может быть, вы захотите что-то пересмотреть, и это будет правильно. Какую-то вашу помощь вы можете тоже пересматривать. И нам карта говорит, вот как раз это то направление, куда нужно стремиться, двигаться. Высвободить себе словно, может быть, личное пространство, может быть, время для самого себя, время для отдыха, для того, чтобы, может быть, какой-то профилактикой для себя заняться, да, если особенно вы чувствуете усталость, это тревожный звоночек уделить внимание самому себе, потому что бесконечно, повторяюсь, так продолжаться не может. Дела, работа, бизнес. И еще одна карта, как раз 4 мечей, когда мы складываем оружие и отдыхаем. Мои дорогие скорпионы, правда, 2 карты, которые говорят об отдыхе. Ну, я уже повторюсь, наверное, если скажу, уставшие люди делают ошибки. Но есть еще один физиологический чисто аспект, который не имеет к гаданию никакого отношения. Организм наш не бесконечно может выдержать какую-то нагрузку, и поэтому тот факт, когда мы устали, падает иммунитет. И если мы сами себе не дадим отдых, иногда вот по этим картам нас может какое-то недомогание уложить в постель. Я надеюсь, этого не произойдет, но все же эти 2 карты говорят именно о том, что мы не должны до бесконечности пахать буквально или впрягаться во все вопросы имеющиеся, уделить внимание самому себе. И здесь ведь, знаете, если вот такой дуэт карт выпадает, значит, сколько мы не делаем над собой усилия, какой-то вопрос мы ведь не решим. Или начнем что-то делать, а все равно пространство для нас не даст возможности что-то довести до конца. Все же 2 карты. Нам 4 мечей говорит именно сложить оружие, в чем-то не участвовать, привести мысли в порядок. Так еще называется эта карта. И поэтому куда-то мы не должны поторопиться. Мы должны правильно рассчитать не только собственные силы, возможности, но и сделать это в каком-то более ресурсном состоянии. Что у нас с деньгами? Прекрасный старший аркан, звезда, сияйте как звезда, но здесь нам больше говорят о том, что мы должны продумывать какую-то свою траекторию. Или, может быть, с учетом этих 2 карт и про траекторию, да, звезда ведь это всегда наше будущее, это наши планы честолюбивые какие-то, это та позиция, когда мы себе часто задаем вопрос, для меня это будет иметь значение лет через 10, а через 5. И поэтому, как подсказка, перед тем, как начать что-то, нужно задавать себе вопрос, будет ли то, чем я занимаюсь,
для меня в плюс или в какой-то прогресс на долгое количество времени. Здесь словно мы должны переключить фокус своего внимания на качество жизни, мои дорогие. Причем не одним днем жить, а рассчитать как и свои собственные силы, так, может быть, и уделить внимание какому-то вашему проекту. Идеально, я бы сказала, месяц июнь для отдыха. Вообще, но ведь у каждого какая-то своя история. Значит, даже если мы продолжаем работать, вот этот самый вопрос с далекой какой-то перспективой нужно себе задавать. Иначе мы рискуем потратить собственные силы впустую, а для нас самих ничего не останется. Что у нас в личной жизни? Ну, мои дорогие, точно отдыхать. Посмотрите, отрыв от материи нам выпадает карта тупиковая. По сути дела, это карта повешенного, и она говорит, какой-то вопрос точно встанет на паузу сам по себе. И будут влиять, может быть, события, обстоятельства, в которых вы находитесь. И наша задача видеть свою перспективу в течение всего июня месяца и отдыхать, не делать ничего, что направлено на какой-то краткосрочный проект. Мы рискуем выдохнуться раньше времени. Мы себя словно в тираж выведем, а этого делать не стоит. Примите во внимание, правда, ускоряться. Посмотрите, 3 карты и 4-я старшим арканом, которая по карте звезда, это действительно нет ничего невозможного, нам говорят с одной стороны, но подумай именно на далекую перспективу. В июне ну, вот такой, значит, для вас месяц отдыха, передышки и словно внутренней перезагрузки. Наверное, вот тот старший аркан умеренности не случайно выпал. Что-то мы тут можем проанализировать, приводя мысли в порядок. И вполне вероятно, от чего-то мы даже откажемся. С учетом вот этих всех карт мы можем отказаться вот от этого, от этой, точнее, вязанки 10 жезлов, и это будет дважды правильно, ведь по карте повешенного это может быть какая-то ситуация даже пусть и в личной жизни, когда мы говорим, что все, хватит, я уже настолько обнулился или обнулилась, у меня не осталось никаких сил. Это уже тупик. И отказываясь как раз от каких-то обязанностей или большого количества работы, мы словно переворачиваем какую-то ситуацию, которая была на голове, да, отрыв от материи буквально, мы переворачиваем на ноги обратно, и у нас человек практически танцует. Мы сами улучшаем как свое самочувствие, решаем сразу вопросы, мы чувствуем себя более свободными, не в каком-то, может быть, пространстве, словно замкнутом, или те вопросы, которые мы не могли решать, мы, может быть, вообще 90% из них оставим, отметем словно, откажемся, пересмотрим настолько кардинально, что скажем, боже мой, зачем я это делал, или зачем я столько времени потратила на помощь кому-то, или для чего я участвовал вот в этой теме вообще, она для меня совершенно не перспективна. Вот что-то кардинально, вот так в спокойном состоянии духа мы можем пересмотреть, именно чтобы выйти из тупика. И будет очень важно, чтобы нас не затянули где-то в этот месяц какими-то пустыми уговорами. Для вас здесь, я уже повторяюсь, который раз, будет важен как ваш отдых, так и вы сами и ваши планы на будущее. Июль, давайте посмотрим. А вот карта праздника. Но она тоже подразумевает, что мы можем отказаться от того лишнего балласта, который нам мешает. У кого-то это проиграется, как в личной жизни, что-то расставить по местам. Но больше именно в этой колоде нам говорят праздник, какие-то приятные события, хорошее настроение. Наверное, после 10 жезлов будет как раз как что-то положительное для вас, как решение того или иного вопроса. Или приятные события в вашей личной жизни, или что-то тут у вас получится по вашему проекту. В целом на июль мы остаемся довольны. Давайте посмотрим дела, работа, бизнес, как будет развиваться. По 5 кубков это какое-то прежнее, опять же, разочарование и хандра, когда мы можем просто себе сказать нет, что я больше не участвую в каком-то вопросе. Вот это то лишнее, которое я сказала по 3 кубков, от чего мы отказываемся. И ведь 5 это мелкая карта, это всегда какой-то недостаток. Но надо сказать, что это еще может быть ситуация какая-то из прошлого, которая
о себе будет вам напоминать. Нет никакой конкретики в этой карте, кроме наших эмоций. Эмоций больше с каким-то сожалением по поводу того или иного события или факта, что нам не удалось осуществить. И карта нам говорит только одно: не занимайся теми делами, которые были у тебя в прошлом. Не останавливайся, иди вперед. Пусть где-то идет все своим чередом, но по этой карте мы должны рассмотреть какую-то возможность, как будто развернуться на 180 градусов и что-то сделать совершенно по-другому. Не повторить вот как раз ту ошибку, а может быть, по карте Иерофант, которая у нас перевернулась, принять во внимание чужой какой-то опыт, чтобы решить вопрос. Тот или иной, все-таки дела, работа, бизнес. Но сама по себе карта не подразумевает, опять же, какой-то скорости. А что у нас в финансах? Финансы будут, нам говорят. У кого-то из вас могут быть, знаете, как настроение, которое будет, ну, где-то, все-таки кубки у нас в самом начале выпали, настроение, которое будет руководствоваться, как будто руководить, точнее, вами в течение июля месяца. И здесь будет очень важно, как и не хандрить, так и в целом не поддаться импульсу. И я так думаю, в вопросах, как дела, работа, бизнес, составление каких-то документов, какой-то самореализации, так и финансах. Финансы, безусловно, нам говорят, будет порядок. Но важно не быть заложником вот этого золотого тельца, да, как мы говорим, именно денег, видеть что-то рационально и хладнокровно вообще относиться ко всему, что мы хотим осуществить в этот период. Будет важно, может быть, не пойти в разнос, а тут может сыграть тот факт, что нам захочется от чего-то отказаться, правда. И сделать это, знаете, ну, не так деликатно, может быть, а сделать где-то наотмашь. Вот будьте аккуратны, себя останавливайте от какого-то импульса, чтобы себе не навредить. Все-таки сам по себе фон такой дружелюбный на июль месяц мы не должны нарушить. С другой стороны, мы можем потратиться, опять же, на фоне каких-то эмоциональных, может быть, переживаний. Знаете, когда что-то у нас словно всплывает как из прошлого, какое-то разочарование, мы можем пытаться себя побаловать, чересчур деньгами можем совершить какие-то ненужные покупки. Вот в этом плане тоже для кого-то это как подсказка может быть. Много эмоций может быть в принципе в июле месяце. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. Знаете, с одной стороны, не заморачиваться будет на июле очень хорошо. Двойка Пентаклей – это всегда карта новых возможностей. Когда мы можем начать какое-либо дело или какое-то знакомство у нас может новое, кстати, состояться. Почему нет? Пошли решать какие-либо вопросы в инстанции или по работе контактируем с людьми, а может завязаться какая-то дружба, которая в дальнейшем, ну, либо она продолжится, либо с учетом 15-го аркана, какие-то чувства мы можем даже испытывать к человеку, или может быть такой, знаете, скорый союз какой-то, тандем, в котором будет перемешано все, и деньги, и чувства, и дела, и страсть, все вместе. И где-то на волне эмоций нам говорят: продумай хорошенько, а нужно ли тебе это. Все-таки, возвращаясь, тройка у нас кубков в самом начале выпала, и для кого-то это подсказка, что такая же связь с каким-то глубоким продолжением может быть ошибочной. Может быть, ну тут все у каждого индивидуально. А вообще по двойке Пентакли ведь это какие-то новые перспективы, это легкость на подъем, это возможность себя попробовать совершенно в какой-то новой области, начать бизнес с нуля. И несмотря на то, что нам выпадает карта 15-го аркана именно на деньги, то есть деньги мы какие-то получаем, и у кого-то могут быть большие деньги, то по двойке Пентаклей деньги мы не тратим в июле вообще. Как будто нам говорит сама карта, будут перемены. Вот почему, наверное,
в июле месяце не говорить самому себе, что это навсегда. Или встретил человека, допустим, очаровался им, ну, до бесконечности просто. И это чувство может захватить. А нам говорят, нет, тут что-то будет меняться. Поэтому на далекую перспективу что-то в июле планировать не очень благополучно. Тут хорошо использовать в момент здесь и сейчас. Есть такая возможность, значит ее как-то проигрывать. Но мы не должны рисковать ни собой, ни своими финансами, ни своим положением. А вот предусмотреть, может быть, что какие-то временные люди могут быть, как новый какой-то круг знакомства, который мы должны для себя вот именно использовать как сотрудничество. Но, повторюсь, мы не строим каких-то грандиозных планов на далекий период, потому что все меняется. Ничто так не постоянно, как перемены. А что у нас в августе? Королева мечей, пусть не в этой колоде, это у нас прообраз Юдифи, это когда мы надеемся сами на себя, и здесь вот очень холодные энергии, когда мы можем от чего-то окончательно отказаться. Если, наверное, в июне мы кому-то не сказали слово «нет», не смогли, духу не хватило, или как-то обстоятельства, может быть, не сложились, а вот в августе они уже сложатся. Вас может многое из вашей жизни, каких-то событий, может быть, или обстоятельств подтолкнуть к тому, что вы принимаете окончательное решение. Оно само по себе таково. Вы можете также обращаться, может быть, в какие-то инстанции. Для кого-то из вас это будет обращение, может быть, и к медицине, к врачам, прояснить тот или иной вопрос. Мы здесь сами-то по себе хотим правды. Не какой-то экзальтированной восторженности, а вот этой самой холодной правды, что есть у нас по факту. И от этого нужно отталкиваться. Дела, работа, бизнес. Двойка мечей, мы словно будем стоять на выборе. Нам придется, хотим мы того или нет, правда, кому-то, может быть, сказать нет и отдать предпочтение чему-то одному конкретному. У нас выпадает на дела, работа, бизнес. Значит, если вы, предположим, занимались двумя работами или двигались в двух направлениях. Для кого-то ведь это может проиграться какая-то личная жизнь, у кого-то вопросы могут проиграться в юридическом контексте, по личной жизни или по работе, когда мы должны, может быть, обратиться даже к юристам для того, чтобы прояснить окончательно, как лучше обустроить тот или иной вопрос. Должна быть какая-то правда, как истина, вот как раз быть превыше всего. Мы не должны как будто в чем-то ошибиться. Правильное решение, и от этого зависит наше дальнейшее качество жизни. Интересно, но мы сами будем где-то в холодных энергиях находиться. А что у нас по финансам? Ну, это ваша карта, королева кубков, и вообще это карта мудрости и интуиции. Это и ваши энергии, и ваши планы. С другой стороны, ведь королева кубков раньше изображалась как королева-русалка, и это великий манипулятор. Вам придется всеми манипулировать, иначе будут манипулировать вами, мои дорогие скорпионы. И правда, для кого-то из вас может по деньгам сложиться ситуация, что ваши домочадцы, близкие, вас пытаются к чему-то склонить или уговорить на что-то, или вы сами включаетесь до бесконечности в какие-то вопросы. А здесь вот именно придется манипулировать. Мы встанем вот перед таким выбором, и надо будет суметь где-то красиво, мягко, ловко, может быть, сказать кому-то и нет, а для кого-то из вас это может быть какие-то могут быть вопросы, которые с каким-то эмоциональным подтекстом, но в то же время у нас это выпадает на финансы. Значит, с одной стороны, будет желание что-то купить, либо потратиться куда-то, либо приобрести, либо вложиться в какой-то проект, а нас карта призывает к мудрости. И здесь вот эти две энергии, холодная и кубковая, да, вот нам придется переключаться ловко. Для вас где-то могут быть и приятные чувства, но хладнокровие поможет сделать правильный выбор. И что у нас в личной жизни? Еще раз тройка кубков. Вообще, как бы и карта праздника, если мы здесь говорили, но в этой колоде мы отказываемся от какой-то помехи. Вот именно в колоде Таро Висконти Сфорца мы окончательно определяемся. И здесь это у нас выпадает
на личную жизнь, поэтому и для кого-то из вас это проиграется какой-то любовный треугольник, правда? И в июле, когда мы можем быть вдохновлены на словно чувство какое-то захватит, и будет, может быть, и много страсти, когда мы можем где-то потратить деньги на волне эмоций, а нам говорят, подожди, остановись, и используя это как сотрудничество. А уже в августе по тройке кубков мы, возможно, даже откажемся от какой-то связи или окончательно проведем какую-то демаркационную линию. И если рассмотреть август месяц в целом, вот эти карты, все 4, то мы принимаем какое-то важное решение, скорее всего, в августе. И если что-то было в июле, были вопросы, когда так 50/50, то уже к августу месяцу, с учетом, как знаете, окончания чего-либо. Десятка жезлов нам ведь тоже говорит о своего рода каком-то заключительном этапе, который мы проходим, заканчиваем что-либо. И как раз по тройке кубков для большинства проиграется, что мы, делая какой-то вот важный его величество выбор, завершая решение каких-то вопросов, в чем-то окончательно определяясь, мы как раз и свои проблемы решим, завершим необходимые дела, когда вот нас уже не тяготит какой-то груз невыполненных забот, дел или что я там где не успел. Появление в нашей жизни чего-то важного, доброго, светлого, хорошего, хорошее настроение, безусловно, успех и радость какая-то нам уже как будто в августе уже карты гарантируют. Да, потребуется от нас какое-то такое хладнокровное решение, но тем не менее это мы достигаем цели и, безусловно, еще какой-то праздник. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы. Не совсем простое лето, но надо сказать, действительно, вот этот аркан умеренности, когда довериться ангелу-хранителю, довериться собственной интуиции и мудрости в течение всего лета для вас будет актуально. Будьте счастливы!